Меня зовут Данелия Туешева. Я бы хотела вас поздравить с Международным днем ребенка. И сегодня специально для проекта «Баламан» я вам расскажу о правах детей. Для этого я проведу интервью с замечательной Зариной, специалистом ЮНИСЕФ. Сейчас будем общаться с вами на очень серьезные темы. Первый вопрос. Я бы хотела попросить вас рассказать о ЮНИСЕФ поподробнее. ЮНИСЕФ – это одна из старейших организаций в системе, или, как мы говорим, в семье ООН. ЮНИСЕФ уже больше 70 лет. Если можно, я немножко расскажу об истории. Ты любишь историю? Очень люблю. Да, хорошо. Особенно о ЮНИСЕФ. Хорошо, вот, тогда я с радостью поделюсь. На самом деле ЮНИСЕФ создавалась как временная организация. Она создавалась после Второй мировой войны, когда детям, пострадавшим в результате военных действий, необходима была помощь. Детям и молодым мамам. И тогда думали, что сначала нужно поддержать деток, а потом жизнь вернется в нормальное русло и организация закроется. Но это оказалось неправдой. После 4 лет помощи со стороны ЮНИСЕФ всем детям пострадавшим выяснилось, что потребность такой организации, как ЮНИСЕФ, нисколько не уменьшилась, а только возросла. Спустя 70 лет мы по-прежнему здесь, мы работаем в более чем 190 странах, во многих странах есть конфликты, есть войны, есть страны, в которых произошли бедствия. И мы работаем там, где очень трудно добраться до детей. Мы работаем там, где права детей, интересы ребенка не защищаются в должной мере. Наш девиз для каждого ребенка – UNICEF for every child. То есть для каждого ребенка, неважно, какого цвета у него кожа, как он выглядит, кто у него мама с папой, где этот ребенок живет, что он думает, во что он верит. Мы обязаны защищать и создавать все возможные условия для каждого ребенка, чтобы все дети они развивались полноценно, гармонично, и чтобы у каждого ребенка было счастливое детство. Я бы хотела также спросить, какую же все-таки роль играют родители, школы и государство в защите прав детей? Это очень-очень правильный вопрос, потому что даже сейчас ты сидишь здесь, окруженная взрослыми людьми. Но для начала, прежде чем мы поговорим о том, какую роль играют взрослые, я бы хотела с тобой поиграть в такую игру, чтобы мы разобрались, а что такое права ребенка. Ты готова? Конечно. Ну, посмотрим. Хорошо. Права ребенка, они исходят из потребностей ребенка. То есть что каждому ребенку необходимо для его выживания, для его развития и счастливого детства. Но есть еще у ребенка много желаний, да? Поэтому давай мы проверим, можешь ли ты различить потребности и желания. Готова? Хорошо, давайте. Начнем с простого. Вода – это потребность или желание? Потребность, конечно. Да, правильно. Это закреплено в Конвенции о правах ребенка. Каждый ребенок имеет право на чистую питьевую воду. Еда – это потребность? Потребность. А какая еда? Желательно здоровая, но все-таки для полного счастья ребенка иногда можно себе позволить вредную еду. Но, конечно же, здоровая пища – это потребность ребенка. Да, правильно. Бургер? Желание. Да. Айфон? Потребность. Конечно же, желание. Вы что? Конечно, хорошо. Чистый воздух? Потребность. Молодец. Данеля, 5 ставлю. Или как у вас в ваших Спасибо. конкурсах по пению? 5. Тоже 5. Справилась на ура. Права, они призваны защищать потребности. Права ребенка созданы то есть они не созданы, они есть, да, но взрослые люди собрались вместе и 10 лет потратили на то, чтобы все эти права записать и договориться, что да, во всем мире, неважно, где ты находишься, у тебя, как у ребенка до 18 лет, есть определенные права, и ты рассчитываешь на помощь, поддержку своих родителей, государства. Очень-очень важную роль играет государство. Нам, взрослым, порой нужно напоминание о том, что у детей есть право на свободу мысли, право на то, чтобы собираться, право на то, чтобы высказывать свое мнение, и еще другие права, о которых мы говорили. И этот толчок, это напоминание, оно часто должно исходить из государства. Поэтому очень много статей в Конвенции о правах ребенка посвящено тому, как должны взрослые, как должны государства
государство осуществляет. То есть в этой книжке ты найдешь не только то, что ты можешь делать, но то, что должны делать окружающие. То есть ты можешь себя обучить, а потом требовать. Шутка. У меня сейчас в руках есть книжка, где перечислены все статьи, все законы, все права ребенка, на что он имеет право и на что имеет родитель право, что он должен делать, чтобы все было супер круто. Поэтому я бы хотела вас спросить, если во время какой-либо ссоры с родителями, либо недопонимания с, в принципе, взрослыми, я могу просто вот так вот подойти и просто показать им книжку? То, что типа, вот, посмотрите сюда, и потом мне что-то говорите. Я очень хочу, чтобы ты обязательно сегодня показала эту книжку своим родителям, показывала хорошо. периодически все статьи, вы обсуждали, но не забывай, пожалуйста, Данеля, и все дети о том, что права подразумевают обязанности. Там, где начинаются права следующего ребенка, заканчиваются твои права. Если ты идешь в школу, и ты имеешь право на безопасную школу, то же самое право имеют твои сверстники. Поэтому ты не можешь прийти в школу, я имею право и нахулиганить там, Да, или поняла. кому-то что-то сделать плохое, потому что это нарушит права других детей. То же самое касается родителей. Да, ты имеешь право на заботу родителей, но при этом у тебя есть обязанности. Да. И ты должна помогать родителям сделать так, чтобы у тебя создавались все условия для твоей полноценной, гармоничной жизни. Да, я полностью с вами согласна. Спасибо вам огромное за все, что вы нам рассказали. Правда, все советы были ценные. И наверняка у кого-то появился вопрос, где же найти эту замечательную книгу. Так вот, если у вас есть желание, вы можете просто элементарно вбить в Гугле, либо просто в интернете название. Конвенция о правах ребенка. И вам выйдет вот эта вот книжка, страницы, и вы можете с родителями по вечерам читать статьи и, в принципе, обсуждать. Вот поэтому я думаю, что это будет прекрасное время для провождения. Но вот я все-таки хотела бы у вас спросить, если родители, не родители, просто, в принципе, взрослые, игнорируют то, что нужно все-таки воспринимать мнение своих детей как за нормальное, адекватное мнение, да? Что делать в этой ситуации детям? Потому что я, например, тоже очень часто сталкиваюсь с тем, что мое мнение считают за типичное детское высказывание, которое вообще не влияет ни на что, и просто нужно его проигнорировать. Что в этом случае можно делать детям? Но это на самом деле, наверное, самая любимая моя статья в Конвенции, это статья 12, о которой ты говоришь. Право ребенка на свободу мысли, на высказывание своего мнения. И это право было одним из самых проблематичных, если почитать историю. Я уже сказала, что Конвенцию разрабатывали 10 лет. Тебе, Данеля, сколько лет? 12. Ты можешь представить, как долго, что за 10 лет последние, начиная с 2-летнего возраста, ты научилась делать практически все. Да. И за целых 10 лет понадобилось, и одной из проблем была как раз-таки статья, о которой ты говоришь. И я слышу и чувствую твою боль, и я хочу сказать всем взрослым, напомнить о том, что право на свое мнение закреплено, мы должны уважать детей. Да, я тоже полностью согласна с этим. И хотелось бы также спросить, да, я знаю, понимаю хорошо то, что к мнению родителям нужно постоянно прислушиваться, но все-таки если родители заставляют тебя делать то, что тебе самому не хочется, например, я просто ненавижу яблоки ни в каком, хотя нет, я люблю, например, штрудели с яблок, но это очень редко, но в сыром виде я просто ненавижу яблоки, и, например, они будут меня заставлять есть их. Это правильно или все-таки нет? Как мы выяснили, право на выбор, право на свое мнение у тебя есть, оно закреплено, оно защищается. Но у тебя есть право на здоровье. Да? И право на здоровье предполагает, что ты должна получать здоровую пищу. И все взрослые должны работать так, чтобы ты эту пищу действительно получала. Если ты отказываешься от яблок, ешь бананы. Окей, хорошо. Я прислушаюсь к вашему совету. Теперь я бы хотела вас спросить о здоровой пище. Правда ли так сильно важна здоровая пища для ребенка? И неужели настолько вредно
пища такая вредная, как фастфуд? Данель, я смотрела твое видео, которое ты сделала для Баламана, и где ты очень хорошо различаешь, где полезное, где не полезное. Ну да, я чувствую опять, что меня пытаются тут спровоцировать на что-то. Ну хорошо. В твоем вопросе, что такое здоровая еда, правда ли она нужна, уже есть ответ на вопрос. Здоровая. Здоровая, потому что она закладывает прочную основу твоего здоровья. Центральная Азия, весь наш регион, сейчас во всем мире на 2-м месте по росту ожирения среди детей. Это очень-очень печальная статистика, которая стала нам известна буквально недавно. Тебя это напрямую не касается, но это то, с чем касаются дети, с которыми ты растешь, с которыми ты вместе учишься, с которыми тебе завтра поднимать или продолжать развивать эту страну. Еще одна цифра. Сейчас среди школьников в возрасте от 6 до 9 лет 20% детей страдают либо ожирением, либо избыточным весом. 20%. Если ты заходишь в аудиторию свою классную и сидят 10 ребят, 2 из них будут страдать от избыточного веса или от ожирения. Если ты заходишь в класс, где среднестатистически у нас 30 человек, да, то это уже значительная группа детей, у которых серьезные проблемы со здоровьем. К чему ведет ожирение? К разрыву кишечника. Хорошо. Ожирение очень страшно, у избыточного веса, очень страшные и последствия на всю жизнь. Так, ребенок, у которого развивается ожирение, у него может быть сахарный диабет. Хотя сахарный диабет, как правило, это наследственная болезнь, то есть если кто-то в семье, дедушка, прадедушка болели, это можно получить, но сейчас растет именно количество детей, которые только из-за неправильного питания. Это одышка, это плохое самочувствие, проблемы со сном. И пока развивается активно мозг, 80% еды, которую ты потребляешь, идет на формирование мозга. Ты представляешь? Ты думаешь, ты кушаешь, и все, да, тебе хорошо, главное, животик наполнила. Нет, на самом деле он формирует мозг. И то, как ты завтра будешь учиться, как ты будешь себя чувствовать, какой ты будешь веселый или нет, зависит от еды. Это все влияет на наше самочувствие и на наше будущее. Если мы наполняем ребенка некачественной едой, если мы наполняем ребенка мертвой едой, да, о которой мы говорим, где пустые калории, то мы не даем ему возможности, не даем ей возможности реализовать свой потенциал на 100, на 150%, как вы, детки, этого заслуживаете. Поэтому здоровая еда очень важна. Хорошо. Ну, про учебу мы поговорили, я уже сама знаю, и вы мне рассказали то, что учеба очень важна для ребенка, для развития, но имеет ли право ребенок развлекаться и играть, в принципе, гулять с друзьями, или он должен учиться и пополнять свой мозг знаниями, либо он тоже имеет право на развлечения? Право на досуг, право на развлечение, на культурную жизнь ребенка, это тоже защищено Конвенцией. Это прям прописано, что ребенок имеет право на отдых. Задумайтесь, родители. Сейчас современные родители, они очень много стараются для своих детей, мы очень их за это всех уважаем и любим, но ребенку важно отдыхать. Во время отдыха формируются новые связи в мозгу, ребенок переваривает всю накопленную информацию, он растет во сне лучше, у него улучшается самочувствие и настроение. И отдохнувший ребенок, у которого есть время немножко подумать, порефлексировать, да, о том, что происходит в его жизни, в ее жизни, этот ребенок, он самореализуется гораздо лучше, чем ребенок, у которого отобрали детство и просто загоняли по кружкам и прочее. Поэтому отдыхать, развлекаться, право на игру – это твое законное право. На самом деле, моя мама тоже так считает, я уверена. Да. И теперь я бы хотела поговорить с вами про интернет. Сейчас, можно сказать то, что все дети находят свои развлечения именно в интернете. То есть ролики в интернете, Инстаграм и другие соцсети. Я бы хотела вас спросить, опасно ли это для детей? Вот.
Дети сейчас намного больше времени проводят у экрана, Да. чем когда-либо в истории. И намного позднее, то есть даже перед сном, смотрят в телефоны, возможно, втихаря от своих родителей. И Нет. это хорошо, когда есть правила, да. Ребенок у экрана, ребенок с гаджетом – это неоднозначный такой момент. Мы не можем сказать, это черное или белое, это плохо или хорошо. Интернет, современные технологии, они предлагают, просто не безграничное поле возможностей для ребенка. Узнавать языки, знакомиться со своими сверстниками, познавать какие-то научные вещи, просто даже общаться, проводить время. Это все очень важно, и мы, взрослые, должны это понимать. Это тоже ребенок имеет на это право. Но и дети, и взрослые должны понимать, как много рисков таятся. Да. Даже мы, международная организация, которая больше 70 лет, которая занимается правами детей во всем мире, которая работает, отталкиваясь от документа, принятого историческим количеством стран. И на сегодня больше всех стран подписали именно Конвенцию о правах ребенка. То есть мы, казалось бы, понимаем все о том, что нужно для ребенка, и что касается интернета, мы просто до конца не знаем ответы. Мы не можем сказать, что да, час в день, все, это лимит для каждого ребенка. Каждый ребенок индивидуален, но нужно знать все риски. А рисков очень много. И они мутируют, они эволюционируют. Появляются новые риски, о которых мы не задумывались еще даже 2 года назад. Да. Дети не должны открыто делиться всей своей личной информацией, личными данными, потому что есть злые люди, которые используют их во вред. Дети должны очень аккуратно относиться к тому, кто им пишет, потому что тоже есть много случаев, когда и это используется во вред. Есть такое понятие, как киберзапугивание, кибертравля. То есть травля всегда была, к сожалению, присутствовала в детстве, она присутствует в школах, она имеет место на улице, а теперь она еще перешла онлайн. Да. Поэтому мы должны очень аккуратно относиться, мы должны быть добрее друг к другу. Приглядывайтесь друг к другу и не забывайте о том, что дружба важнее всего, и не надо забывать, что это тоже жизнь. Хотя она, казалось бы, в телефоне, и можно что-то написать, неважно, это же телефон, это тоже часть нашей жизни, и она имеет последствия. Можно так испортить либо кому-то жизнь, либо себе, просто одним комментарием. Да, одним комментарием, злым, нехорошим комментарием. Да. Я, например, считаю, что большинство детей заходят в интернет и, в принципе, сталкиваются с такими проблемами, как кибертравля. Просто в школе их могут травить, не дай бог, из-за внешности, из-за каких-то из-за семейного положения. То есть их могут просто травить. И поэтому они заходят в интернет и ищут друзей, которые, например, могут об этом не знать и просто не видеть человека вживую, да, и просто начинают с ними общаться, придумывать себе новую жизнь. Я, например, смотрела много видео, где подростки рассказывали о таких случаях. Вот. И я бы хотела вас спросить, насколько ли важна жизнь вне интернета? Конечно, живое общение, оно не должно уходить, мы не должны забывать об этом. И если дети теряются в интернете, то взрослые должны как-то научиться их заинтересовывать. Они должны сами искренний интерес выражать, по отношению к тому, чем живет их ребенок, что он делает. И даже если ребенок проводит много времени или какое-то время в интернете, родители должны спрашивать, а что он там делает? Не просто, ой, мой ребенок сидит целыми днями и втыкает в интернет, а спросить, а за кем ты следишь? Ой, расскажи мне, а что ты сегодня узнала нового? А кто у тебя кумир? Ой, покажи фотографии. Интересно. А давай какие-то пообщаемся на тему того, какие ценности пропагандирует этот кумир. Может быть, тебе не нужно. То есть потом родители уже смогут ребенка своего направить. Но важно интересоваться, что делает ребенок в интернете, и важно увлекать ребенка так, чтобы вне интернета ребенок хотел находиться, хотел проводить время со своими сверстниками, со своими родителями. Да. Спасибо вам огромное. Я очень много узнала за это время все, но я хочу опять вернуться к учебе. Например, если бы, конечно, у меня не так, но если бы я не хотела идти в школу вообще, если, я считала бы, что мне это не надо, я бы могла просто не идти в школу, просто сказать, что я не хочу, мне это не надо. Нет? Ответ – нет. Вопрос следующий.
Если хочешь развернутый ответ, конечно, я могу ответить, хотя я вижу по твоим глазкам, что ты ответ знаешь, что право на образование, защищенное, закрепленное право на образование, это не значит, что ребенок может решить, что сегодня он хочет идти, а завтра нет. Недаром образование наряду с едой, здравоохранением, водой. Сколько ты без воды можешь? Я даже это интервью не могу просидеть без воды. Право — это такая же потребность ребенка. Это то, что мы за тысячелетия поняли, как взрослые, что для того, чтобы ребенок правильно развивался и чтобы у него были все шансы стать тем, кем он заслуживает и хочет, должно быть удовлетворено вот это право на образование, так же, как и право на крышу над головой, на заботу и любовь родителей, право на досуг, о котором мы говорили, право на образование неотъемлемое, обязательное. И сегодня, к сожалению, еще очень много детей, у которых это право, оно не защищено. Оно есть, мы знаем, что оно у него есть, но, к сожалению, условия не позволяют. Даже во время войны ни в каких условиях никогда не должен прерываться процесс образования. Ребенку это также жизненно необходимо, как прививки, как другое здравоохранение, как еда, как молоко матери. Поэтому в школу ходить надо. Да, все, я уже поняла. Спасибо большое. Ну что ж, наше интервью подходит к концу, к сожалению. И я бы хотела огромное сказать вам спасибо за все, что вы мне сказали, за всю помощь, которую вы оказываете для нас, детей. Подписывайтесь на канал Баламан и оставляйте свои отзывы в комментариях. Если вам понравилось это интервью, то можете поставить лайк, пожалуйста. Нам будет очень-очень сильно приятно. Спасибо огромное. Еще раз хочу вас поздравить с Днем детей. С вами была Данелия Терешева и Зарина.